Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и добро пожаловать на мой канал. Хочу начать с главного философского вопроса астрологии. Ну почему же этот Меркурий всегда ретроградный? Меркурий действительно уже останавливается и готовится к ретроградному движению. Мы, конечно, знаем, что он продолжает свое обычное движение, но с нашего дома, с Земли, это выглядит как движение backwards. Почему мне это подходит? Потому что я хотела начать наше путешествие по старшим арканам колоды Таро. Слово «аркан» происходит от латинского «секрет», «тайна». И вы наверняка помните, что у нас есть нулевая карта «дурак» или «шут», или «незнайка», я о нем иногда думаю. Это такая абсолютно новая душа, еще невинная, без страхов, без мнений, без никаких предубеждений, полностью доверяющая Вселенной. И эта душа путешествует по старшим арканам Таро как стадии своего взросления, это первые 7 карт, а потом я расскажу вам еще другие стадии. Что нам интересно, что в начале своего пути эта карта встречается с картой номер 1. Это карта мага, и она как раз символизирует Меркурий. Сейчас мы опять посмотрим нашего дурака, и я покажу вам, что у него вот есть котомка, с которой он путешествует. У него больше ничего нет, ни денег, ни билетов на проезд, даже никакой кредитной истории. А у него есть вот эта палка, на которой он держит котомку. А в котомке находятся еще 3 элемента. Если вы смотрели мое видео по астрологии, хелленистик, древнегреческий период, греки предложили систему 4 элементов. Они поделили знаки зодиака на 4 стихии, на 4 элемента. И эти элементы пришли к нам в Таро, стали мастями Таро. Вернее, это всегда были масти Таро, но они помогают нам интерпретировать это правильно. И что мы видим на столе у нашего мага? Мы видим эти 4 масти, 4 элемента. Один – это палка, на которой дурак нес эту свою сумочку, котомку. Это называется жезлы. Вы видите тут чашу или кубок. Вы видите монету. Это называется pentacles или coins, монеты. И меч. Это 4 элемента. Что они из себя представляют? Жезлы ассоциируются с нашей волей, духом, страстями, силой воли, желаниями. Монеты, разумеется, все материальное. Это и наше тело, и все, что мы выращиваем в огороде, наши ресурсы, еда, деньги, разумеется, все материальные ресурсы. Чаши – это наши эмоции, интуиция, чувства, все, что внутри. И мечи – это наши мысли, это идеи, это коммуникация, это все, о чем мы думаем и что мы потом коммуницируем другим людям. Так вот, маг, почему он маг? Потому что он прекрасно владеет всеми этими 4 элементами. То есть это то, что необходимо, чтобы мы в жизни чувствовали себя уверенно, легко, настоящими хозяевами своей жизни. Кроме того, видите, он держит такую штуку, показывая, что он получает информацию прямо из космоса. И она безгранична. Вот у него знак, это вот лежачая 8, знак бесконечности. И получая эти бесконечные знания, информацию, он знает, как притворить их
в дело, как их манифест на этой земле, он ассоциируется с Меркурием. Планета Меркурий – это действительно наш интеллект, это наша способность считывать паттерны, расшифровывать их, превращать их в такую удобоваримую информацию, учиться и коммуницировать наши идеи, общаться с другими людьми. В индийской астрологии, в Vedic Astrology считается, что Меркурий очень важен для бизнеса. Почему? Потому что, когда мы строим бизнес, нам обязательно нужно коммуницировать с другими. Нам нужно в какой-то мере им нравиться, нам нужно как-то совпадать с ними в идеях, в каких-то мыслях, планах. А для этого самое важное – это даже не быть очень умным или очень талантливым, а нужно уметь читать то, что называется social cues. Нужно уметь чувствовать, что твоему собеседнику интересно, а что ему скучно, где-то, может, надо уже замолчать, а где-то вот вы хотите об этом говорить и продолжать общение. Что еще хочу сказать, что Меркурий и карта Маг – это, конечно, карта мужской энергии, энергии активной, энергии экстраверта. И он как бы воплощает вот эту фразу, знаете, as above, so below. Как сверху, как над нами, так и здесь, на этой земле. Что наша связь с космосом, наша коммуникация, то, как мы видим Вселенную, и то, какие сигналы мы посылаем Вселенной, это все как бы одно и то же. Это реальность, наше восприятие реальности и, как это сказать, frequencies, наши вибрации, которым мы посылаем туда, и космос знает, чего хотим мы. Я хочу показать вам, как эта карта, это, конечно, традиционная колода Райдера Уэйта и Памелы Смит. И вы можете его видеть обычно на упаковках, прямо на коробочках Таро, потому что он очень-очень важная карта. Мы не смогли бы учить Таро или понимать эти архетипы, если бы у нас не был хороший Меркурий. Но мы хотим знать не только историю карт или какие-то что-то, что ассоциируется с ними. Мы хотим знать, как эти карты применяются для ваших вопросов и ответов. Например, если у вас дома есть колода. Вот видите, тут он прямо на коробочке. Если у вас, вы делаете как бы предсказательное Таро, да, и хотите предсказать что-то, эта карта, конечно, одна из очень позитивных и говорит о том, что у вас есть абсолютно все. Вот все в ваших руках. Например, начинать ли мне мой бизнес? Конечно, у тебя есть все, что тебе нужно. Принесет ли он мне деньги? Или найду ли я хороших партнеров? Опять-таки, как я говорила, Меркурий говорит, да, обязательно. Ты всех найдешь, сговоришься, договоришься, все будет хорошо. Если вы спрашиваете в виде самоанализа, и вы, например, спрашиваете, а чего мне не хватает? Вот, например, вот я хочу то, хочу это, но я побаиваюсь или я не уверена, чего мне не хватает. Эта карта скажет, ну как, да все у тебя, тебе просто нужно поверить в себя. То есть она, как ее ни крути, а она вся очень положительная и очень хорошая. Желаю вам, чтобы она чаще у вас выпадала. Но я хочу показать вам, как еще в других колодах, то, что мне показалось вам интересным будет, показать вам эту карту. Ну, например, покажу вам из очень интересной, я недавно ее купила, еще заплатила кучу за пересылку, потому что создатели этих колод находятся в Казахстане, я так понимаю. Это называется Тароти Студио. Тут даже нет как-то индивидуального автора, это Тароти Студио, им принадлежат все эти права.
Это называется The Goodness Таро, доброе Таро. Я обожаю вот эту мадам, я бы так хотела использовать ее, вот этот имидж для своего какого-нибудь лого. Вот они показывают Magician вот так. Это очень интересно. Это, конечно, как правило, учиться по таким картам, наверное, не стоит. Нужно сначала начинать с традиционных. Но они предлагают всегда очень красивые, интересные решения. Видите, он пользуется небесными символами, ангелами и очень хорошо заинтересовывает этим всех на Земле. А еще покажу вам, мне очень стыдно, эта колода бесконечно популярна. Только на Амазоне там десятки, там тысячи и тысячи покупок этой колоды, и ею пользуется моя любимая Анжела Перл, и очень вообще многие на YouTube вы найдете или на Инстаграме. Это, я так понимаю, что у меня сейчас перевернут имидж, называется The Light Seer Таро, Таро светлых провидцев. Как я уже сказала, эта колода очень популярная. И некоторые карты мне в ней очень нравятся. Вот я вам покажу карты, которые, несколько карт, которые мне, правда, очень-очень нравятся. Скажу только, что паблишер, это те, кто ее публикует, называется The Hay House, именем Луисы Хей. Вот посмотрите, какая императрица. Прелесть, да, эта карта вот чудная. Вот карта шестерка мечей. Карта, означающая, что вы после каких-то тяжелых времен переплываете, уходите в более спокойные, хорошие воды. Вот несете с собой этот как бы эмоциональный багаж чего-то, что вы уже пережили, но вы движетесь к лучшему. Или карта, которая означает путешествие, может быть, даже по воде, круиз. Моя любимая карта в этой колоде светлых провидцев, это карта смерть. Просто вот я не знаю, это просто I'm mesmerized с этой картой. Видите, смерть, после нее такой уход в высший мир, какой-то совершенно на другие уровни существования. А вот как раз карта мага мне в ней не нравится. Уж вы меня простите, я вам покажу и скажу почему. Вот посмотрите, вся его фишка мага, что он нацелен как бы вверх, к информационному, энергетическому полю, которое над нами, которое выше. А здесь он как бы, колдуй, я понимаю, что это колдуй, но то, что он в худи и смотрит вниз, вот для меня часто вот это модерновые колоды вообще мне очень тяжелы бывают. Потому что вот за этим стремлением сделать это более каким-то понятным для современников или ближе по имиджу современников, мне кажется, часто теряет какую-то глубину и красоту оригинальную. Но для тех, кто не верит в астрологию, вот я вам скажу, откуда у меня такое. Почему мне любая там пыльная тумбочка в лондонской гостинице гораздо дороже, чем какие-то современные, красивые, блестящие вещи. Вот у меня Венера в Козероге. Козерог – знак очень традиционный, знак всего старого, надежного, проверенного, как бы отполированного временем. А Венера – это планета, которая показывает, как мы с вами любим, что мы ценим, что для нас очень важно. И вот буквально, вот мне подавай все старинное, с вензелечками, как говорит моя подруга, а с современным у меня некоторые проблемы. Но эта история не про меня, а про Венеру, про Козерог и про то, что ваша натальная карта говорит и показывает о вас очень много. Я сделаю видео следующее о ретроградном Меркурии, кто такой Меркурий, почему нам важно, если он в прямом движении или в ретроградном, и вообще,
откуда этот архетип взялся и как он влияет на нашу жизнь. А Меркурий, ретроградный Меркурий 100% влияет на нашу жизнь. Просто в разных ее частях, в зависимости от того, в каком доме гороскопа он у вас будет ретроградным. Скоро увижу вас, это будет очень интересное видео с юмором, обещаю. Все, спасибо вам, удачи!